Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. События недели с 25 по 31 декабря. Заключительная неделя уходящего 2023 года. И я от всего сердца и души поздравляю, кто встречает праздник Рождества 25 декабря. Давайте верить в то, что мечты сбываются. Стоит очень захотеть и приложить некоторые усилия, и обязательно нужные двери откроются, нужных людей мы встретим. Спасибо вам, мои дорогие, что вы были со мной весь 2023 год, за ваши искренние комментарии, добрые слова и пожелания. Мне очень приятно, радостно читать все то, что вы пишете, ваши отклики, потому что для меня это мое вдохновение. Ну, давайте в разрезе этой недели уходящего года с 25 по 31 узнаем, как видят карты, мои дорогие весы, для вас эту неделю. Чем вы будете заниматься? Первую карту мы достанем. Это как карта сюрприз, что какие приятности вас ждут. Или что вас будет радовать, мои дорогие. Позитивное какое-то настроение или, может быть, добрые события, комплименты, радости, подарки. Вообще это все свойственно этому периоду, но все же бывает так, что и какие-то вопросы по работе. Итак, что будет радовать? С какими неожиданностями вы можете столкнуться? Следующая карта. Чему сейчас не время или просто что вам может помешать? Что вам будет как раз помогать? Мы смотрим как энергию. Достанем карту «Что скрыто?». Может быть, вы чему-то не придаете значения. Может быть, и нарочито кто-то скрывает от вас что-либо. По основным сферам жизни мы смотрим энергетику, дела, работа, бизнес, энергия денег, финансы. Что для вас в личной жизни, как видят карты. И достанем карту «Совет». Подытожим наш прогноз. Итак, что будет радовать, правда? Тут все, что хотите. Вот все то, что я перечисляла по карте «Сила». В целом у вас очень сильная позиция. Самое время, как и для реализации проекта, новых начинаний, если вы хотите. С другой стороны, договориться со сложными людьми. Какое-то дело для вас важное, словно обдумать и найти... как или новую точку отсчета, может быть, совершенно по-другому что-то сделать, другие двери войти. Потому что карта силы, она предполагает энергетика, как у мага, что где-то манипулировать вам придется, иначе тогда манипулируют нами, вот буквально так. Но это сильная позиция, которую нужно, повторюсь, использовать по максимуму. Сама по себе неделя очень продуктивная. Конечно, все от наших усилий зависит. Единственное, что нам может помешать, эмоции, мои дорогие. Не случайно в этой карте, посмотрите, какая красивая дева изображена, и лев рядом. Так вот, лев у нее на цепочке, то есть держать эмоции на коротком поводке. Если мы где-то, так знаете, взбрыкнем, скажем, или психанем, так, может быть, не самые красивые слова, но, в принципе, я думаю, лексика понятна. Мы можем себе сами помешать, понимаете? То есть эмоции – это как... прообраз, может быть, льва, точнее, лев – прообраз наших эмоций или нашего эго, которое может взять верх над какой-то практикой, рационализмом, может быть, где-то и прагматичностью, и это не будет для нас плюс. В принципе, где-то сохранять все то, чего вы достигли, и, знаете, как укреплять свои позиции. Идеальное время, но и... будут и новые возможности, мои дорогие, неожиданности, с которыми вы можете встретиться. Вдруг куда-то поехать. Или придет известие, когда нужно будет куда-либо отправиться. Это время, когда вы можете встретиться с людьми самыми разными. Может быть, к вам кто-то приедет. Могут приехать как и гости. Так, понятное время еще такое. Но это все же рыцарь жезлов. И жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Поэтому где-то с практической точки зрения тоже могут быть поездки. Или это будет связано с вашей работой, с вашим бизнесом. Или с тем, что вас заинтересует, мои дорогие. Старший аркан у вас выпадает. Если мы говорим про приятности или вообще про сюрприз, значит, могут быть какие-то события, как, например, быстрее решить какой-то вопрос.
и придется быстро собраться, подпоясаться и долго не раздумывая куда-то отправиться. Вот может быть. По этой карте, когда нас не должны застать врасплох, но мы даже идем отчасти на то, что какой-то путь словно, или пусть это будет как жизненный путь, мы не можем спрогнозировать заранее, рассчитать что-то до мелочей. И тем не менее мы продолжаем. И выйдем обязательно победителями, потому что мы готовы к любым неожиданностям. Сама по себе может говорить об этом карта, так и к развитию альтернативных вариантов событий. Вот это и есть рыцарь жезлов, он как раз готов к любой обстановке, которая может сложиться вокруг него. Для него самое главное то, что он как будто ищет или пытается найти. Может быть, это что-то очень важное, как решить какой-либо вопрос. Может быть, это как, если взять так более на высоких материях, может быть, как духовный какой-то идейный смысл или желание осуществить ваш проект. Особенно интересно, вот это сочетание может проиграться для тех, кто занимается, может быть, творчеством, потому что тут возможен какой-то такой инсайт или поворот вашей судьбы, когда вас какое-то дело захватит полностью. А у кого-то это может проиграться и в личной жизни тоже. Какие-то вопросы решаются, может быть, препоны определенные падают, или возможности новые появляются что-либо осуществить. И, по сути дела, это та игра жизни, которая нас завораживает в неожиданностях. Где-то будьте готовы. Посмотрите, две огненные карты, да? Но если здесь мы говорим, рыцаря невозможно застать врасплох, раз, а здесь в основе-то лежит все же, как у карты мага, манипуляция. Поэтому, несмотря на то, что, может быть, сам по себе период этой недели может быть активный, когда скучать не придется, может быть и в плане перемещений или каких-то ваших дел, но с позиции, как по карте мага, не забывайте о том, что вовремя подмечать, может быть, что говорят люди, вовремя, даже если мы с кем-то не согласны, себя будет правильно сдержать, как будто больше возможностей будет. Или вы увидите какую-то обстановку, ситуацию для себя с плюсом. Пусть даже она на первый момент, почему вот тут лев нам показан, нас что-то может именно в первую минуту вызывать вот эти эмоции, или нам захочется что-то сказать, или как-либо ответить. И буквально минуту-другую мы сдержимся, и мы уже видим по-другому, может быть, отношения на работе или сложившуюся обстановку. Мы тоже как будто видим уже для себя в плюс, понимаете? Вот в этом такой фокус карты. И вам вот это все нужно подмечать. Как бы, с одной стороны, быть великим манипулятором или серым кардиналом, но в то же время вот этот самый движущий импульс в себе сохранять, соединять две совершенно разные энергии. Давайте, чему сейчас не время? Думать, что у меня уже все победы в кармане. Сама по себе шикарная карта, карта победителя. И нам говорят, я уже это озвучила, сохранять заданные позиции. Что-то у вас еще как на пороге могут открыться через новости или через какие-то решения, может быть, через документы или какие-то предложения. Знаете, вообще на этой неделе нам как будто все три карты воодушевления 100% обещают. Но расслабляться-то вот некогда, мои дорогие весы. У вас что-то на пороге очень важное. Причем то важное, как будто само пространство пытается преломить какую-то реальность, в которой вы находитесь не случайно. У нас карта сила с энергетикой мага. Поэтому говорят, что-то не заканчивается. Продолжение следует. И вам вот по этому продолжению все то, что по двум картам я говорила, эта карта подтверждает, так вот как будто и продолжать следует. Видимо, как в той поговорке, которую я очень люблю, продолжай, либо ты победишь, либо у тебя не хватит терпения. Вот так. И так оно и есть. Вот здесь терпение, или здесь, может быть, даже терпение где-то. Очень две карты такие взаимосвязаны именно вот в этом контексте, мои дорогие весы. Что вам будет помогать? Будет помогать то, что вы, знаете, рационально сразу отметете из разряда того, что не имеет смысла продолжать. Будьте магами.
Правда? Вот такая энергетика, где-то холодная, несмотря на желание что-то осуществить, на возможности этой недели. А вот как будто не имеет смысла продолжать что-либо из прошлого, и это может быть совершенно любая ситуация, то, что подходит к концу или уже давно закончилось. Не пытаться, может быть, ну, как знаете, еще один реванш, например, взять, да, так бывает иногда, что-либо не получилось, и в тот момент, когда у нас мы вроде бы выруливаем на обгон, что-то у нас более позитивное складывается, нам хочется притянуть какую-то ситуацию из прошлого и попробовать еще раз. Вот этого делать не стоит. То есть вот второй попытки как будто нет. Оставьте прошлое в прошлом. Безусловно, 13-й старший аркан вам помогает сама по себе трансформация и понимание, может быть, тех процессов, что что-то вы можете и в ваших силах менять или принимать решения, но в целом, правда, обстоятельства на вас влияют. И плыть по фарватеру вот этих обстоятельств или того, что вам преподносит судьба, будет наиболее правильно. Имейте в виду, может быть, помогает, что-то вы как будто до конца на этой неделе не проясните, может быть такое. Или могут быть в чем-то сомнения. Это нормально, потому что по 13-му аркану какой-то путь нам придется пройти в одиночку и словно исследовать какой-то вопрос. Это аллегорически говоря, как непознанную землю без карты. У кого-то буквально изучение, может быть, вы окажетесь в другой местности, может быть, какой-то или как поездка, или переезд вы совершили, и там словно все с нуля. Пока где-то и приспособитесь, пока где-то адаптируетесь, пока связи, контакты наладятся, у кого-то и так проиграется. Поэтому понимать то, что у вас сейчас период перемен, эпоха, мои дорогие весы, как будто перемен. Но вам это помогает, вам это как будто на пользу. Может быть, это проиграется, как знаете, к примеру, на работе идут какие-то перемены, и пусть вы сами ничего не инициируете, вы, предположим, работаете в той же организации, где и прежде, но это значит, руководитель поменялся, может быть, график работы поменялся, может быть, поменялись какие-то условия, может быть, какой-то в контракт нюанс вносят. Или люди, как будто, да, кто-то может уволиться, а новый человек прийти. То есть сама по себе обстановка, она изменяется. И вот эти перемены, вы как будто в центре внимания по карте сила открывают для вас новые возможности, чего-то не упустить, не подумать, что я все контролирую, или уже могу расслабиться. Вот, наверное, вот эти два момента. Что скрыто? Вот все то, что я сейчас говорила. И если тут трансформация, а тройка пентаклей – это момент перехода между прошлым и будущим. Это карта прогресса в первую очередь и сдачи экзамена. У кого-то буквально, мои дорогие, может быть, предстоит экзамен, тот экзамен, когда вы обучались чему-то, и нужно получить документ, сертификат, но это еще и такая философия жизни, когда мы переходим действительно на новый уровень, жизненный экзамен какой-то сдаем. Может быть, это те обстоятельства, с которыми вы столкнулись и длительное время выдерживали, ну, какое-то эмоциональное нервное напряжение или физическое напряжение. Какой-то этап вашей жизни, он действительно пройден, и самое время переступить вот этот, как бы, ну, аллегорически говоря, порог. И по этой карте вообще, если что скрыто, вы можете не видеть еще пока до конца, с учетом 13-го аркана, как в дальнейшем сложатся события. Я сказала, в одиночку, как будто исследователем надо быть. Непознанную землю без карты, ведь, ну, это я, опять же, аллегория, а у кого-то это может быть обстановка вокруг вас, ситуация на работе, может быть ситуация в личной жизни, и значит, что-то меняется, переходит на новый уровень. Прогресс здесь ведь не только по делам или по каким-то решениям. Если вы даже что-то изучаете или хватает смелости идти просто вперед, вот по этой карте, определенно в дальнейшем будет еще и прогресс финансовый. Какие-то знания мы переложим на финансовую составляющую, и ничего не бывает просто так. Так вот здесь улучшение благополучия, благосостояния, потому что все же
Что-то для кармана вы тоже как будто решите очень положительно. Но на первый момент это может казаться, я не знаю, как мне быть, вот что-то такое. И это не то, что от вас скрывают, а это, скорее всего, то, что вы сами можете по какой-то причине пока не видеть, не просчитать. Дела, работа, бизнес. Карта заслуженного успеха. Вот я сказала, да, просто продолжайте. И здесь дорогу осилит идущий. Шестерка мечей – это тот успех, который прямо пропорционален приложенным усилиям. И если вы чем-то занимались, значит, будет и успех. Если вы прикладывали куда-то усилия, пусть это творчество, пусть это ваше решение сменить, допустим, вид деятельности, и вы уже изучали какой-то вопрос, как это осуществить, или просто изучали какую-то науку. По этой карте очень хорошо проигрывается переход в IT-сферу, правда? Шестерка мечей. Или работа с большим объемом информации. Это все где-то вот для вас. То же самое творчество. Все же мечи – это воздух, это ваша стихия. Поэтому карта успеха заслуженного будет прямо пропорциональна вашим действиям, мои дорогие весы. У кого-то это может проиграться решение вопросов о переезде. Безусловно, физическом перемещении куда-то, и нам об этом тоже говорили. Или о поездке человека к вам, или об отъезде от вас, может быть, тоже какого-то человека. Но как будто любое из этих действий для вас будет к успеху. А также, если вы намереваетесь что-либо осуществить, оформить, например, какие-то документы, все-таки это у нас дела, работа, бизнес, где-то, может быть, и высокие инстанции. Нам не говорят, что вы на этой неделе решите. Скорее всего, нет. Но заслуженный успех, может быть, придет неделей другой позже. Что-то в чем-то, что-то у вас получится, одним словом. Финансы давайте мы посмотрим. Финансы, восьмерка жезлов – это карта быстроты, быстрых действий или быстрой информации, скорее, как новости к нам буквально спешат. И нам придется на это откликнуться и, правда, куда-то либо поехать, либо это будет известие, что к вам кто-то приезжает, или каким-то образом это на финансы, значит, это могут быть отчасти и подарки, это могут быть денежные какие-то эквиваленты, да, в виде подарков, или какая-то еще информация быстрая, скорая, может быть, какой-то вопрос финансовый решить, или это как новые варианты к сотрудничеству, по заработку. Все то, что составляет у вас финансы, это подразумевает одновременно и получение каких-то новых возможностей, на которые нужно будет откликнуться где-то долго, не мешкая. И не... Вот если мы говорили, как по рыцарю жезлов, там ведь тоже этот элемент проходит скорости, я говорила. Мы не можем что-то отложить на потом, понимаете? Вот где-то у вас по финансам будут важные решения, как будто в моменте здесь и сейчас. Сами по себе финансы есть, будут. У вас карта силы, у вас в целом сильная позиция на все сферы жизни. Но, видимо, что-то решается на дальнейший период, именно в эту неделю. Что в личной жизни? Да, у кого-то можно, кстати, решить вопрос, если прежде, ну, была такая патовая финансовая ситуация, значит, здесь есть возможности именно ее каким-то образом разрулить. В какую сторону вы захотите направить вот эту лодку своей судьбы, так, наверное, в вашей жизни и произойдет. Давайте мы узнаем. Карта совет. Вообще импульсов очень много, посмотрите. Жезлов у вас много, плюс карта силы, плюс восьмерка жезлов. Да, с учетом все же старшего аркана, который сразу открывает новые возможности. Знаете, вот именно все то, что с элементом новизны, это для вас перспективно. Тут самое главное не оборачиваться назад. У кого-то будет банально, может быть, на неделе вопросы, связанные с детьми вашими, которые придется тоже решать, и это будет как на повестке дня первый самый главный вопрос. Но все же, если мы говорим по пажу жезлов, с учетом всех остальных карт, вам отсюда только вперед, причем достаточно сильная позиция. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы и любимы всегда.